Любовь, все, готовы? Да. Друг на друга смотрим. А кто-нибудь справляться, останется на час улыбкотерапии после хор, лично, индивидуально. Убеждать лично, что будет хорошо. Понятно? Готовы? Эй, подтянулись, как мы будем петь? Все. Нет, сидя можно. Друг на друга смотрим, на кого кто хочет, тот и смотрит. 3, 4. Не вижу гордей. Не вижу, Сева. Я люблю тебя. Хорошей братской любовью. Естественно, я люблю тебя. Спасибо, не верю. Не верю. Каждому человеку в этом мире нужно найти какое-то свое место, и есть на этом белом свете хор «Радость души», который в этом очень помогает. Вот. Что делает наш коллектив дружным? Общение. Мы очень много общаемся. Елена Ивановна – это именно тот человек, который находится именно на своем месте. Тот человек, который любит достигать чего-то, который любит создавать что-то. Елена Ивановна красивая, добрая. Она очень хороший человек, мне она очень нравится. Свою жизнь я уже со школьной, в общем-то, скамьи решила связать с музыкой. Музыкальное училище, университет, музыкальный факультет педагогического университета. И, конечно, тогда я не готовилась к работе с особенными детьми. То есть я просто училась и получала профессию дирижера хорового. И еще будучи студенткой, мне моя подруга предложила пойти поработать, вот открылся филиал музыкальной школы для детей с нарушениями зрения. На первом же занятии, когда ко мне пришла группа незрячих детей, конечно, это был шок для меня. Кроме того, что я вообще молодой специалист, тут еще надо придумывать, как работать, а еще и нужно сразу понимать вот эту специфику, то, чему нигде не учат. То есть, да, есть отдельное образование на педагогов, тифлопедагогов, там вот учат. А чтобы музыканты обучались работе с детьми-инвалидами, такого нет нигде. И поначалу, конечно, у меня такие вот были моральные какие-то вопросы, они меня мучили. Я думаю, как мне сказать, смотрите на меня, если они не видят. То есть даже вот слово «смотрите», вы видите. И даже в плане общения с детьми было очень сложно. Мне все время приходилось искать какой-то особенный с ними язык, избегать вот этих вот острых слов. Мне казалось, что это их очень ранит и обижает. Но это было первое время, пока я не посмотрела, как они общаются между собой, и не услышала, что слова «видеть». Я смотрела мультики, абсолютно незрячий ребенок. Это слова обычные в его речи. И я немножко расслабилась, и самое главное было на тот момент, чтобы дети начали мне доверять. Это первая темочка, да? Это первая из 3 произведений. Хорошо, Рита, спасибо. Вот стоишь тут, и ты у нас улыбаешься. На тебе будем отрабатывать улыбку, потому что как раз вот с тобой сложный вопрос. Нам все хочется драматизировать что-то, да? Уголочки губ к ушам. Запомни. Взяли все. Держим улыбочку. Держим улыбочку. Тяжеловато, правда? И улыбочку держать, и еще чистенько петь, стараться. Помните, как мы в грозу пели? Мы пели, светило солнце, а во время песни пошла гроза, и над нами прямо мы пели, а над нами навес выставляли. И самое интересное, на какую песню? На жару или да, на жару. Но музыкантам что? Все нипочем. Все нипочем. И надо сказать, что я больше 10 лет проработала именно вот в специальном учебном заведении, только с детьми-инвалидами, и мы добились очень больших успехов фактически с нуля. Хор наш стал образцовым. Вот с 2003 и мы начали работать, и в 2011 наш хор получил звание образцовый на абсолютно равных условиях.
Мы начали с каких-то таких небольших выступлений, с небольшой зрительской аудитории, тоже щупали, вот, скажем так, пространство, как тут незрячие, да, пытались понять, кто наша публика, кому мы интересны. Первые концерты, они, конечно, такие были очень эмоциональные, люди плакали многие, как-то делался ведущими акцент на том, что перед вами выступают незрячие дети, и вот это такой был момент жалости, он присутствовал практически на каждом нашем выступлении. То есть у меня было много бесед с детьми, как они должны к этому относиться, что они, в общем-то, не должны на это обижаться, что их задача, наша миссия — готовить зрителей как раз к нашим выступлениям. Это был такой действительно этап становления, понимания, выработки каких-то вот векторов, направлений, вообще как нам двигаться, чтобы было развитие коллектива именно как концертной такой единицы. Вот, потихонечку пробивали какие-то сферы сотрудничества, творческие связи нарабатывали со школами, с детскими садами, с организациями различными. Это все очень на самом деле такими маленькими шагами было, потому что нужно было пробивать вот эту стену. Второй этап – это когда к нам стали приходить дети без особенностей здоровья. Ну, наверное, сама судьба к этому подтолкнула, потому что это было связано с моим переходом в другое учебное учреждение, где появилась возможность уже не в рамках музыкальной школы, а в рамках дополнительного образования привлекать всех желающих. Все, Викусенька, округ
когда вот в начале учебного года мы объявили набор, к нам пришло очень много детей, то, на что мы вообще не рассчитывали. И здесь у нас появились новые направления, конечно, потому что я стала понимать, что это именно то, что вот нужно в современном мире. Вот это то, что вот этот формат не специального закрытого учреждения, а то, что вот мы должны показывать детям, что среди нас, в любом сообществе могут на равных быть дети-инвалиды, молодежь. Меня зовут Кристина Нагиева. Я являюсь педагогом вокально-хоровых дисциплин хора «Радость души», инклюзивного хора. Я являюсь студенткой Белорусской государственной академии музыки, учусь на отделении хорового дирижирования. И в этот хор, мне кажется, попала не случайно, потому что сама имею плохое зрение, имею инвалидность по зрению, и я училась в колледже, в Курском, в музыкальном специализированном, это колледж-интернат для людей с ослабленным зрением. 2 года просто я как хорист участвовала в коллективе, вот, смотрела на работу Елены Ивановны, сравнивала с тем, что делают в Курском колледже музыкальном, понимала, что есть определенная методика работы с детьми с ослабленным зрением. Руки на пояс, чтобы мы чувствовали свои мышцы обязательно. Каждый уцепился. Да, Леша, Маша, Серафим, все держимся. Делаем глубокий вдох. Задержали и начали. Держим наш выдох. Он должен быть упругий, ровный. Потом на этот выдох мы будем присоединять наш голос, красивый звук. Рычим. Губки у всех вперед. И... Дыхание, помогаем себе. Животы напряжены. Все вместе. Понять, что значит человек не видит. Что он воспринимает твои слова, и твои просьбы, твои замечания через какие-то другие органы чувств, нежели чем через зрение. То есть, ну, пропитав это за несколько лет, я решила, что, наверное, получится у меня быть педагогом. Это ответственность большая. Быть педагогом не только инклюзивного хора, а вообще быть педагогом большая ответственность, потому что ты оставляешь неизгладимый след в душах и умах детей. И могу сказать, что не все получается, потому что каждый ребенок индивидуален, особенно незрячие дети. Каждый особенный, и невозможно найти какой-то путь обучения ребенка, процесса вот этой помощи ему, да, в образовании. То есть невозможно найти общий путь каждому. Ангелы свету, диво вешают. Как колокольчики. Христос родился, Бог объявился. Ангелы спевают, пастушки играют. Диво вешают. Ну, я сама с детства пою в хоре. То есть я училась в хоровой школе, и с 5 лет я в хоровом коллективе. И надо сказать, что все свое детство, вот благодаря хору, я вспоминаю таким одним большим ярким событием, потому что много ездили, концертировали, выступали по всему Советскому Союзу. Наконец-то. Так, подождите, там хлопцы переоделись. Походу 8. Попробуй. Сейчас хлопцы переоделись. Сейчас переодеваться. Ты все взяла? Я промычала. Где вас? Не знаю, что делать. Лариса, мне надо вас послать в магазин. В ГУМ, умоляю. Колготки малой. ГУМ, да, умоляю, больше некому. Ну, было достаточно, понимаешь? Сейчас, если придет одна Соловей, значит, будет Алиночка петь за вторых собран. Music is my life and I want to sing it. Music is my life and I want to read it. Music is my life and I want to share it. Music makes my life worthwhile. Люди как реагируют? Ну, людям жалко сразу, да, никто не хочет там рвать свое сердце. И вот когда я тоже понимаю, что вот какой-то момент такой вот жалости
никому не нужен, нас просто не будут приглашать. Я своим детям, конечно, говорила, что мы должны работать в 20 раз больше, чем обычный коллектив, потому что никогда чувство жалости по отношению к нашему коллективу не должно быть. Дело в том, что я там что-то не улыбался и сказали, кто не будет улыбаться, того выгоню с концерта. Ну, в общем, был концерт, планировали петь 4 песни. И там что-то поменять надо, и мы пели 2 песни. Никто не сказал, ну, сказали, будете петь то-то, то-то, то-то. Поем. И на второй песне, ну, надо было уходить. Ну, и меня тянут. А я думаю, что меня с концерта выгоняют. Я покраснел такой. Я такой покраснел, сопротивляюсь, потом думаю, блин, надо идти. А я такой иду, краснюсь, мне говорят, улыбайся, улыбочку. Я думаю, какая еще улыбочка, меня выгоняют. А потом я понял, что концерт закончился, что такое, У меня еще даже был опыт работы параллельно, совсем небольшой, с хоровым коллективом обычной музыкальной школы. И надо сказать, что я поняла, что нет. Мое сердце только с этими детьми, потому что с утра до ночи ты думаешь только о том, что ты придешь, какое произведение ты им принесешь. Ведь даже работая над любым произведением, ты понимаешь, что ты открываешь вот этим детям мир. Ты рассказываешь им об очевидных для нас вещах, которые вот никак не тронули бы, допустим, зрячего ребенка, потому что для него очень обыденно. А для этих детей ты открываешь целый мир. И даже вот вопрос подбора репертуара, он такой очень, наверное, один из самых главных. Вот, потому что им нужно рассказывать буквально обо всем. И все им интересно. И все они воспринимают как что-то такое необыкновенное. Но это и ответственность. Я сразу поняла, что это большая ответственность. Потому что я вкладываю им в голову свое видение мира, свое понимание добра и зла, каких-то моральных норм. И это очень большая ответственность. Ну, мне в хоре нравится все, что мы изучаем. Но, наверное, одна из тех песен, которая прям довела меня до слез, когда я только пришла в коллектив. Мы должны были, кстати, ехать в МИР, а до этого должен был быть еще один концерт, на котором я не смогла принять участие. И там Елена Ивановна сказала, что мы будем петь военную песню Алёши. Я бы сказала, что это одна из тех песен, которая останется в моем сердце надолго, наверное, потому что к песням военных лет я всегда отношусь с таким трепетом каким-то. Это недолго, это нормально. Да. Запомнила? Детки эти очень склонны к индивидуальным каким-то занятиям. А теперь представьте, что такое хор. Хор – это коллективное
действий. Они, правда, все одаренные, у них хороший слух, у них компенсация чувств, поэтому они, как правило, многие хорошо поют, но очень сложно, очень кропотливо организовать из таких деток оркестр или хор. По мне, так это титанический труд и почти невозможно. Каждому человеку важно самореализоваться. Любой человек, инвалид он или не инвалид, важна самореализация, важно проявить себя в этом мире. Большая даже психологическая работа и духовная, она требуется и нашим воспитанникам, и родителям, поскольку родители детей-инвалидов – это люди, с которыми также должна вестись работа. И моя, и работают и настоятели храмов, с которыми мы сотрудничаем. Большая работа у нас, например, ведется вот с храмом священномученика Владимира Хераска для незрячих людей, где вот в рамках каких-то мероприятий ведутся беседы священника с нашими детьми, с родителями. Это очень вдохновляет, это очень сплочает коллектив. Большое сотрудничество у нас, конечно, в первую очередь налажено с Белорусским товариществом инвалидов по зрению, поскольку это наша целевая, скажем так, группа, вот наши дети, да, уже на протяжении очень многих лет нам помогают с организацией мероприятий, фестивалей. То есть с помощью этой организации мы можем приглашать к нам в гости людей с подобных учебных заведений, да, коллективы какие-то, вот, для того, чтобы обменяться опытом. Хочется еще отметить нашу работу с Международным благотворительным фондом народного артиста России Юрия Розума. Деятельность направлена на поддержку творчески одаренных детей, и приоритетным направлением является поддержка как раз творчества детей-инвалидов. И мы сотрудничаем с ними с 2016 года, с того момента, когда фонд пришел в Беларусь. И надо сказать, что те мероприятия, которые фонд организовывает для наших хористов, они играют только небольшое значение. Дети принимают участие в мероприятиях, фестивалях, которые организовывает фонд. Но и, наверное, главное, это то, что фонд еще оказывает материальную ежемесячную поддержку воспитанникам хора, тем, которые вот наиболее ярко проявляют свое даже недостижение. Здесь нельзя измерить какие-то профессиональные качества ребенка вот с нарушениями по здоровью, да, сколько его стремления достигнуть чего-то вот в этой сфере. На сегодняшний день это 7 человек, которые получают ежемесячную материальную помощь. Наверное, нет ни одной организации, к которой бы я вот обратилась и нам бы отказали. Может быть, не в той мере, может быть, в другой форме, но это всегда было участие. Но я работаю над тем, чтобы обратиться правильно. Еще ни разу я не обращалась с тем, чтобы помогли бедным деткам. Ни разу. Я всегда обращаюсь с тем, что мы можем взаимовыгодно сотрудничать, что наши дети могут выступить в вашей организации, что наши дети могут создать имидж какой-то социальный в вашей организации. То есть это такие... но мы стараемся, чтобы для наших детей и для родителей было ощущение равнопартнерских таких отношений, чтобы это все было очень достойно. Действительно, мы стали людям говорить, что посмотрите, это не страшно. Стали видеть это педагоги других учебных заведений, где мы выступаем, стали видеть родители, которые, может быть, боялись привести своего ребенка вот в такого рода кружок. То есть они стали видеть это вот на примере, что это не страшно. Ну и сейчас мы двигаемся
ну, к такому следующему этапу. Мне очень хочется, чтобы на примере нашего коллектива, вот, чтобы наш коллектив стал таким неким, может быть, социальным брендом. То есть такой большой действительно компания по вот тому, чтобы нести вот эту идею инклюзии в массы. Я постоянно ищу новые этапы сотрудничества. Я прихожу со своим проектом в различные организации, частные, государственные, бизнес, любые структуры. Но я должна туда прийти уже с готовым продуктом. Я должна показать историю нашего коллектива, наши достижения. И я работаю со СМИ, чтобы наши концерты освещались как можно больше, чтобы моя деятельность какая-то вот по развитию инклюзивного образования, вот научная, чтобы она освещалась. Мы очень бережно сохраняем все какие-то сведения, наши дипломы, то, где о нас печатают, мы показываем это гостям, мы это с любовью листаем сами, вот какие-то статьи о нас в газетах, вот, о наших детках. Вот открыла сразу, смотрю, вот наш Ванечка Курец, незрячий мальчик, солист, который у нас солирует на всех мероприятиях. И когда мы говорим, что хор – это какая-то его и социальная жизнь, то хор Масловой – это образцовый хор. Образцовый – это дорогого стоит и очень большое звание. Это звание они оправдывают сполна. Год назад этот хор получил очень большую награду в городе Минске, премию Мингорисполкома. И благодаря вот этому о хоре стал говорить не только город Минск, но и Республика Беларусь. А теперь мы понимаем, что не только Республика Беларусь, но и близкое и дальнее зарубежье. Видите, в прошлом году мне вручили премию от Министерства культуры «Человек безбарьерной среды». Но я уверена, что эта премия не моя вот как руководителя, это премия каждого участника этого коллектива и каждого родителя. То есть наша работа заметна. Вот. Ну, то есть над созданием вот этого бренда мы все время работаем. Ну, это такая, знаете, это работа менеджера, по большому счету. То, чему нас никто не обучал, то, чему мы учимся сами постоянно. Мы просто можем выбрать, например, то, что нам приоритетнее. Вот дело в том, что это республиканский конкурс, и это приоритетнее. Вот выбирай. Борисов – это поездка. Для детей это интересно съездить. Понимаешь, что посмотреть заодно, может, какая-нибудь экскурсия? Стадион. Ну, что-нибудь мы посмотрим. В Борисове там арена есть. Значит, подождите, если начнется, а я не поеду со всеми, а я поеду на личной машине. Ну вот, да, так и будет же. Нет, я запрещаю. Потому что кто-то приедет не вовремя, кто-то или что. Все своим... Все в общем, как на мы ехали в Оршу. Электричке, только все вместе. И все, никому никак отдельно не приезжать. Единственное, что список на 26-е я должна составить. Ну, те же самые, вы же сказали. Не факт. Нет, не факт. Надо усилить составчик. Так. Темп. Ну а что, жизнь, Господи, сегодня ты живешь, завтра неизвестно, что с тобой. Хочется же успеть как можно больше. Ну вот мне хочется успеть как можно больше. Сколько я буду успевать, ну я не знаю. Ну, мне кажется, что вот если я день что-то вот не сделала так вот, на то, чтобы вот это не пошло на пользу коллективу, например, ну я упустила многое. И у нас получится двуголосие, мы будем петь каноном. Сначала вы начинаете и продолжаете, да? А потом мы начинаем и продолжаем. Готовы? Братец Яков, братец Яков. Да, смотри, давай мы с тобой сразу договоримся, что мы поем одними гласными, а рот у нас не закрывается. Мы можем попробовать спеть и не закрывая рот вообще. И братец, нет, много закрываешь рот, Ария. Братец Яков, что ты спишь, что ты спишь, в колокол звонили, как водичка течет, в колокол звонили, динь-динь-дон, динь-динь-дон. О, так рождается волшебство. Когда
мы стали уже инклюзивным коллективом. Передо мной стала задача, чтобы в равной степени, во-первых, процесс был доступен каждому образовательно, чтобы никто из них не страдал, потому что понятно, что детям с нарушением зрения нужно больше какого-то внимания. То есть я не могла себе как педагог позволить, чтобы остальные дети были не в процессе. И, конечно, какие-то у меня приемы стали такие вырабатываться специфические. Например, я, кроме дирижирования, которое у меня незрячие не видят, всегда применяю еще какие-то звуковые моменты. То есть дети у меня уже смеются, сколько каблуки ваши могут выдерживать, потому что для одной части хора я дирижирую, для другой топаю. Все какие-то моменты, даже вступление коллектива, вот момент ауфтакта дирижерского, да, когда должен хор сделать единый вдох и запеть. Все отрабатывается, в отличие от другого коллектива, да, обычного, все отрабатывается на репетициях просто под счет. То есть единый темп. Я не могу позволить себе под настроение дать другой ритм. Я не могу позволить себе под настроение сделать какое-то динамическое отклонение, где-то чуть громче, где-то больше замедления и так далее. Потому что незрячий ребенок этого просто не увидит. Он споет так, как он выучил. А ведь в хоре важна стройность, ансамбль, и зритель не должен понять, какими путями мы этого достигаем. У нас огромную роль играет концертмейстер в коллективе. Может быть, такую роль не играет ни в одном другом коллективе, опять же, потому что не все видят мою руку. Если зрячий идет за рукой, то незрячий идет за концертмейстером. И концертмейстер у нас в хоре – это второй руководитель. А теперь внимание, тишина. Я играю, вы говорите, мажор это или минор. Настя говорит мажор. Кто говорит еще мажор? Маша, мажор? Я за мажора. Мажор. А мажор это как? Весело. Весело. А вот это? А минор это как? Грустно. Отлично, молодцы, поем. До, ми, соль и. До, ми. Я с хором недавно, с сентября месяца. Вот меня пригласила моя хорошая подруга и как бы дирижер хора Кристина. Сказал, что здесь прекрасная атмосфера, тебе понравится. Тут все такие дружелюбные, прекрасные, детки поют, замечательный ангел. И я пришла. И ни капельки не жалею. Здесь прекрасная атмосфера, коллектив прекрасный, тебя поддерживают, тебя понимают, входят в твое положение. Не знаю, все привыкли, что как-то сложно все-таки, когда не видишь дирижера, ты должен ощущать это. И вот дети действительно, они ощущают рядом стоящего, видящего человека, и они подстраиваются под общее звучание. Вот я не понимала, например, как можно петь, не видя дирижера. Хотя, по сути, я сама смотрю так сквозь дирижера в большинстве случаев. Вот для меня это тоже было такой загадкой. А в конце у нас что должно быть? Что в конце звучит? Униставное предприятие, да? Унисон. Конечно, я в хоре, кроме работы вокально-хоровой, очень много уделяю внимания каким-то тренингам. Тоже все эти игры, уже какие-то моменты, они найдены мною, адаптированы, приспособлены на то, чтобы снять чувство страха у незрячего человека. Потому что, ну вот я всегда говорю этот пример, что выйти на сцену даже зрячему человеку – это стресс. Для незрячего это подвиг. Особенно, когда они не понимают, сколько человек в зале, они не понимают, какое пространство перед ними, сколько шагов до края сцены. Они абсолютно беззащитны, им нужно выйти и не думать об этом, не бояться, не вот этого освещения, которое бьет им в глаза, ничего. То есть они должны понимать, что рядом с ними стоит надежный тыл, друг, который не позволит ему упасть, не выглядеть недостойно на сцене. Очень многие композиторы, поэты стараются сотрудничать с коллективом и пишут для нашего коллектива произведения, потому что вот они приходят, общаются с детьми, они понимают их внутренний мир, и им хочется написать произведение именно для них. И вот эти произведения, они тогда точечно западают в душу каждому хористу. И если вот это есть понимание, да, что вот это произведение о них, оно запало, оно соответствует их вот посылу, то это всегда вызывает отклик и в зале. И вот у нас здесь очень интересное такое произведение Алины Безенсон, которое называется «Жара». Там очень интересный текст современный, это всегда интересно петь, и это такой наш хит.
Жара, как зарево рассвет, врывается в квартиры и хлещет ультрафиолет в озоновые дыры. С утра расплавлены мозги, открыла интернет, но от Парижа до Москвы нигде спасенья нет. Антициклон, сместись, пора, тревожится народ. Горит торфяник, жжет жара, дымится небосвод. Земля и солнце, как враги, а выше только Бог. О Боже правый, помоги, не будь так к людям строг. Антициклон, сместись, пора, тревожится народ. Горит торфяник, жжет жара, дымится небосвод. Земля и солнце, как враги, а выше только Бог. О Боже правый, помоги, не будь так к людям строг. То есть не может все время там быть вот все только классно, классно, на позитиве и так далее. Есть какой-то момент и усталости, и, ну, я уже знаю себя, поэтому я понимаю, что вот, то есть я отношусь к спокойно этим периодам, я знаю, что они пройдут. И они меня даже заряжают, то есть у меня есть такой принцип, значит, вот если период, когда трудно, главное заставить себя хоть что-то, вот хоть малейшее, но делать. Ну вот пускай вот какую-то ерунду, вот я сегодня там могу позвонить куда надо там по организации чего-то, или заставить себя написать какой-то документ, или что-то взять, какое-то произведение посмотреть, там, в общем, ну пускай чуть-чуть, вот я понимаю, что моего ресурса не хватает уже, но вот по чуть-чуть, и я не замечаю, как вот все выруливается, и опять приходят нужные люди, и опять как-то все закручивается, машина эта такая большая, организационная, и все опять идет своим чередом. У Елены Ивановны, на самом деле, я ни разу не видела, чтобы иссякли силы. Как у любой человек, у нее есть источники вдохновения, и она вдохновляется. Елена Ивановна с любовью относится к своему делу, и мне кажется, что это дает ей силы на то, чтобы работать дальше. Силы берутся только из понимания того, что это все преодолимо. И все. То есть у меня вот когда есть понятие, что это все пройдет, то от этого и силы идут. Когда я впервые увидела Елену Маслову, я подумала, что она как воин добра. Она так сияет счастьем. Это один из немногих людей, который всегда, абсолютно всегда, сколько лет я за ней не наблюдаю, в ней не пропадает искры и желание творить и действовать. Эмоциональная сфера у людей творческих, она всегда очень ранимая и творческая, особенно если это какая-то конкурсная деятельность, ты вот, все время в рамках какой-то гонки вот, да, находишься, и достижение результатов, у тебя всегда идет какое-то достижение результатов, эти результаты всегда могут быть разные. Если у меня есть понимание, что это не обязательно может быть первое место, да, но это будет диплом участника. Я не ставлю себе таких целей. Если я и детям говорю, неважно, получим мы это место или нет, но если я буду видеть, что вы вышли на сцену, и вам это надо, у вас горят глаза, вы делаете все, что возможно, мне вообще не важно, какое место. Перегореть очень легко, а я себе не могу этого позволить, потому что у меня большая ответственность за коллектив и за детей. Моя самая запоминающая поездка была эта поездка в Курск. Природа там неописуемой красоты и полна романтики. Мы отдыхали в гостинице «Соловьиная роща».
Вот, там можно хорошо провести время, насладиться тишиной и покоем. Курск — это не Париж, который все называют городом любви, но и в Курске могут зарождаться красивые, дружеские и не только чувства. Вот у меня, да, зародилось такое чувство, и я просто благодарна Курску, благодарна хору, и благодарна Елене Ивановне за такую поездку, и спасибо Богу за то, что мне подарил такого человека, которого я могу любить и который занимает все мои мысли. Вот. Любимая. Это как идет джаз, там такой аккомпанемент на самом деле. И текст «Я твоя любимая». Вот я люблю все это такое прям. Знаете, вот когда хочется изменить мир, да, и приучить людей, твоих детей воспринимать и коллектив, то начинаешь с кого? Вот с самых близких. Вот если твой муж воспринимает этот коллектив, свекровь, дети, если им это интересно, вот, то, ну, это как вот на них все это опробируется. Ничего бы не было бы без поддержки семьи. В 2012 году моя дочка пошла в школу, а там была музыкальная школа, и она туда пошла. Вот мы там познакомились с Еленой Ивановной и начали у нее петь в хоре. Она, дочка, начала петь. И я присутствовала на занятиях. На каждом занятии присутствовала, ну и хочешь не хочешь, выучила все партии. И сама не заметила, как начала подпевать. И Елена Ивановна услышала, говорит, ну-ка, давай-ка к нам в хор становись. Пришла дочка туда петь, потом пришла туда я, потом еще сынок туда пришел, а потом еще и младшая доченька, и все у нас 4 получилось. Да, вот самая, иди сюда, самая младшая. Не смогу. До сих пор существуют заведения закрытого специального типа. Вот сколько они будут существовать, сколько педагоги, которые там работают, не будут стараться выводить своих детей куда-то. Это понятно, что в творческом коллективе это сделать легче, да? Но тем не менее сейчас столько форм каких-то проведения занятий, внешкольной работы, когда можно выводить детей из учебных, вот именно закрытого типа заведений, и знакомить с окружающим миром, и окружающий мир с детьми. Ну, то есть, вот, мне кажется, вот эта система, она еще пока очень крепка у нас. Я никогда в своем детстве не видела ребенка-инвалида. И, конечно, во-первых, первый стереотип – это желание вот, навязать свою помощь этому человеку, пожалеть. И даже есть такое, ну, во всяком случае, было такое понимание, что этот человек, ну, более не может сделать того, чего могу сделать я, и как бы для меня это не поддавалось обсуждению, да. Вот. Но я сейчас понимаю, что мне нужно работать на новое поколение. Это гораздо быстрее и гораздо эффективнее воспитать новое поколение, нежели вот
работать над разрушением стереотипов старшего поколения. Потому что это будет гораздо эффективнее. Наши дети приходят в семьи к своим родителям, к своим бабушкам, дедушкам, соседям. И вот уже наши дети в большей степени работают на разрушении стереотипов. Когда они приводят в гости подружку незрячую, когда они просят родителей отвезти их вместе в кафе. Вот эта работа как раз и ведется. Дело в том, что дружба... Почему люди дружат? Потому что у них есть общие интересы, общее дело. Допустим, вот одноклассники дружат, потому что они в одном классе. Так вот, у нас тоже есть свое дело, мы поем, у нас объединяют песни, которые мы учим, хор, выступления, у нас есть о чем говорить, у всех где-то шутят. Каждый понимает шутки, которые были в этом коллективе. Например, если сказать какую-то шутку на улице, то ее какому-то прохожему он не поймет. А вот кто здесь понимает контекст, то это уже другое. И вот так это дружит. И все дружим, потому что все объединяется. Не получится хор, если будет, допустим, альты не будут слушать сопрано, и также сопрано не будет слушать альтов. Будет сбой, будет неровности. А так вот мы все дружим, все друг друга слушаем, и все нормально получается. Знаете, мы все говорим типа там про хор, вот это вот все. Дело в том, что мы просто нашли то, чем мы хотим заниматься. Я считаю, что, то есть надо найти свое дело. То есть не обязательно это хор или там музыка, неважно там. Если ты там, не знаю, любишь что-то делать руками, то, не знаю, там, лотником будь каким-нибудь там, делай очень крутые деревянные всякие штуки, там, не знаю, если ты слесарь, то, не знаю, ломарь дверь. Что-то еще делай. Короче, просто найди свое дело и кайфуй от него. И все. Как это делаем мы. Music is my life and they want to sing it. Music is my life and they want to read it. Music is my life and they want to share it. Music makes my life worthwhile. Music, music, beautiful music. Я уже у доски распинаюсь и рассказываю, и какая эта нотка, и какая эта нотка. А он так сидит, смотрит. Я говорю: Антоша, что же ты смотришь? Тебе так интересно. А он говорит, а у него в руках карандаш был. И он говорит: а я вот сижу и думаю, говорит, попадет ли этот карандашик в вас или нет. Олеся. Александра. Леша. Гриша. Вика. Рита. Лена. Все мы знаем, что у каждого уважающего себя человека есть инстаграм-аккаунт. Это понятно. А у кого нету, тот неуважающий. Это так сказал. Trumpets play, just sing and play. There are many ways of making music. Clarinets, voices, tubas, music. Что-то Елена Ивановна у нас перестала говорить. Ну-ка. Работу с детьми музыкальную. Поняла, что я понимаю, как это. Я поняла, что я понимаю, как это. Вообще, как можно так говорить? Ты когда вырастешь, станешь поваром, что ты будешь делать? Ты будешь вкусные тортики приносить Елене Ивановне, своей любимой учительнице. Чем вы смотрите, Кристина Я Сергеевна? вот этим стеклянным глазом, хрустальным шаром. Вангую. Короче. До 5 посчитать. 1, 2. Хорошо, 3. достаточно. Чем закончила? Отлично. Спасибо. Талант, я считаю. Все снято.